Рад всех приветствовать. Сегодня у нас второй эфир, второе видео интенсива Таро, который я назвал «Сила младших». И направлен он на то, чтобы увидеть, обозначить и разобраться с системой младших арканов Таро. Там тоже есть система, об этом мы уже говорили на первом эфире, в первой лекции. Соответственно, сегодня мы с вами продолжим. Надо было бы коротенько пробежаться по тому, что у нас в прошлый раз фигурировало на эфире, обязательно просто потому, что это будет логично. Ну, во-первых, мы с вами говорили о том, что система младших арканов, она достаточно очевидна. Если их просто выложить в рядочек вот такими 4 стройными рядами, то система будет вырисовываться сама, она достаточно линейная, но, с другой стороны, не настолько она простая, да, чтобы, скажем так, смотреть отдельно каждую мазь просто в рядок. Обычно так и делают, да, дорогие тарологи. Обычно рассматривается просто каждый аркан в оторванности от общей линии. Мы же с вами начали рассматривать младшие арканы, само собой, разделенными на стихии. Это важно упомянуть. И, само собой, в развитии какой-то идеи. Какая же идея у нас с вами была взята за основу развития? Это идея каждой стихии. Не зря же младшие арканы Таро делятся у нас стихийно на 4 части, на которые у нас с вами наше существование достаточно логично, разумно делится. Не то чтобы оно так устроено. Скорее, человек разделяет все, что существует, на 4 таких больших пласта, которые каждый из которых достаточно логично формируется, и им удобно оперировать. В каких-то понятиях, в каких-то философских рассуждениях, просто в объяснении жизни, что, в принципе, у нас и подразумевает под собой философия, да, внезапно, для тех, кто не знаком с определением философии, это, в принципе, наука о жизни, да, наука о существовании, наука о том, что у нас происходит вообще. Ну, не столько наука, сколько попытка осознать происходящее, это и есть философия. Хорошо. Значит, мы с вами взяли за идею развитие каждой стихии, о которой мы говорили. О каждой стихии мы уже подробно поговорили на первой лекции. Она получилась такой достаточно объемной, достаточно интенсивной. Не зря я назвал этот курс интенсивом. Интенсив тут не только и не столько в, скажем так, сжатости подаваемой информации, сколько и в глубине этой самой информации. То есть интенсивно не только по темпу, но и по погружению в какие-то смыслы. Это не просто разбор смысловой, это смысловой глубокий разбор этой самой системы. Продолжаем разговор, да? Если у вас есть какие-то замечания, если есть какие-то предложения, во время прямого эфира вы вполне можете, скажем так, обозначить свои вопросы. Если вопрос будет в тему к тому, что сейчас произносится, то, само собой, я постараюсь на него тут же ответить, чтобы и вам было интереснее. Ну и, соответственно, если это будет какой-то диалог между мной и зрителями, так гораздо интереснее вести какую-то лекцию. Живая аудитория, она всегда побуждает к развитию мысли, к развитию идеи. Это всегда благотворно влияет на подачу информации. Поэтому не стесняйтесь своих вопросов. Более того, не стесняйтесь своих лайков и комментариев, даже если вы смотрите это видео только в записи. Потому что это помогает развивать нашу с вами идею подачи информации о Таро в широкие массы. Вы знаете, я об этом уже говорил в первой лекции, что, к сожалению, на YouTube и в интернете, в общем, у нас, скажем так, побеждает идея очень плоской, но массированной информации о картах Таро, и создается ощущение, что карты Таро — это какой-то чернокнижный бред, там нет никакой логики, там есть просто какое-то гадание, такое обычное, банальное, цыганское. К сожалению, такие у нас с вами сейчас тенденции. Боремся мы с этим очень простым образом. Мы лайкаем и комментируем те видео, которые считаем разумными, которые считаем полезными. Если вы считаете мое видео полезным и разумным, поставьте лайк, прокомментируйте, и YouTube
будет продвигать вот эту полезную с вашей точки зрения информацию в более широкие массы. И таким образом мы поспособствуем развитию идеи Таро как чего-то действительно интересного и умного, а не просто какая-то там чертовщина. Вот. Более того, YouTube сообразит, что вот такие умные видео вам нравятся и начнет вам предлагать более интересные, более глубокие видео. Это, собственно, в ваших тоже интересах. Так что ставьте свой кармический лайк, да, и вы очень поддержите этим идею, скажем так, популяризации карт Таро в широком эфире. Да? Хорошо. Ну что, продолжаем разговор. Если вы помните, на первой лекции мы с вами затрагивали развитие стихии как основную идею. И развитие я предложил разбить на такие этапы, которые достаточно ловко вписываются в канву завязка, кульминация, развязка, в такую тройственность, что достаточно естественно, логично воспринимается, даже, можно сказать, интуитивно, правильно воспринимается каждым человеком. Идея тройственности чего-то ложится благодатно, да, благотворно ложится на ту почву, которая подготовлена у нас, в принципе, жизнью. Идея тройственности, если вы помните, это есть практически в любой религии, это есть и в христианстве, да, идея Отца и Сына и Святого Духа, некоего источника существования, собственно, самого существования и какой-то идеи, которая из этого проистекает. Завязка, кульминация, как, собственно, само событие, и развязка, некий итог, который у нас получается. Первые 3 карты мы уже с вами успели рассмотреть. Появление стихии в жизни человека отображается у нас обычно тузами. О разнице тузов мы с вами уже поговорили. Развитие самой этой идеи, да, у нас просматривается в двойках. Двойкой — это двойственность. Это увеличение количества, это изменение формы именно за счет роста, за счет изменения самой формы. И, собственно, тройка, как тройственность, основное развитие этой самой идеи сводится к тому, что 2 части существующего аспекта, да, допустим, существующей стихии, рассматриваемой стихии, мы с вами рассматриваем в результате взаимодействия 2 этих сторон. Ну, то есть, если пояснить простенько, вот у нас с вами туз пентаклей, это некоторая материальная, скажем так, оболочка какого-то явления. Сталкиваемся мы в жизни с каким-то материальным явлением. Да? Допустим, камушек на дороге нам попался под ноги, мы этот камушек взяли, мы имеем что-то материальное. Вот этот самый туз пентаклей. Да? Мы сталкиваемся со стихией Земли. Развитие идей естественным образом происходит следующим, по следующему сценарию. Мы начинаем взаимодействовать с этой стихией попыткой осознать ее с разных сторон. Мы как-то вертим эту стихию, мы вертим этот камушек, взвешиваем его на руке, осознаем его плотность, осознаем его размер, вес, твердость, да, ну, в общем, все вот те материальные атрибуты, которые присущи какому-то предмету, допустим. Собственно, мы видим 2 состояния. Вот он камешек, а вот он, допустим, с этой стороны такой, с этой другой. Мы понимаем, что эта стихия может меняться. Добро пожаловать на канал, Юлия. Надеюсь, вам будет интересно. Спасибо за подписку. Двойственность у нас с вами по каждой стихии проходит следующим образом, что есть одна сторона, допустим, если мы говорим о жезлах, одна сторона желания, и есть другая сторона желания, либо какое-то другое желание. В двойках мы с вами видели разницу уровней этого желания и, соответственно, изменение этого самого желания. Если в материальном мире, если в, скажем так, концепции Земли мы с вами видим разные формы материального мира, да, то есть если, допустим, у нас попался этот камешек, мы можем его раскрошить, либо разбить на, прошу прощения, либо разбить на 2 части, либо куда-то его кинуть, да, то есть мы можем как-то взаимодействовать с этой стихией. То же самое у нас происходит со стихией огня, то есть с желанием. Мы сравниваем это желание с тем, которое было у нас первоначально. В двойке мечей происходит изменение стихии воздуха, с которой мы уже встретились. Вот по тузу мечей у нас была какая-то мысль, у нас были какие-то убеждения, да.
была какая-то логика, какое-то слово, да, которым мы можем воздействовать на окружающую реальность, там, через людей, либо через материальный мир, опять же. Напомню, что меч, стихия воздуха, это воздействие. Воздействие может производиться как непосредственно силой, да, так и силой слова, силой убеждения, силой воздействия на другого человека. И если у нас есть стихия воздуха, изменение стихии воздуха порождает в нас сомнения. Вы помните об этом из первой лекции, надеюсь. Два меча — это два мнения, две мысли, две идеи, две точки зрения, которые у нас разнонаправлены. Вот эти самые сомнения мы выбираем с этой стороны рассмотреть идею, либо с этой. Мы можем так посмотреть, а с другой стороны можем так. По стихии кубка, по самой сложной стихии, у нас происходит разделение эмоций, с которыми мы сталкиваемся в этом мире, да. У нас есть какое-то ощущение от взаимодействия с этими тремя стихиями, и мы получаем некий результат, некое эмоциональное воздействие на ваше сознание путем общения с окружающим миром. И если оно у нас ощущается, вот эта самая эмоция, да, нам нравится либо не нравится ситуация, окружающий мир, у нас начинают пробуждаться какие-то эмоции, исходя из реакции вот этого воздействия мира на нас. По двойке кубков мы понимаем, что есть две эмоции. Да? Карта Уэйта указывает на то, что мы можем найти схожую эмоцию в другом человеке. Особенно если мы замечаем, как меняется наша эмоция. Это, в принципе, та же самая эмоция, которая в другом человеке просто находит другую форму отображения. Да? Нам таким образом нравится какая-то песня. Вот человеку, с которым вы нашли общий язык, общие интересы, чуть-чуть по-другому нравится та же самая песня. Это нахождение общего интереса, это нахождение общих эмоций в окружающем мире. Эмоция как бы перетекает из вас в другого человека. Вы при всем этом понимаете, что это одна и та же эмоция. Вот процесс чокания кружками, да, либо бокалами у нас происходит как процесс поделиться эмоцией с другим человеком, хотя мы понимаем, что это в принципе одна и та же эмоция. Да, просто разделенная на два кубка, на два физических тела. По тройке кубков у нас происходит результат какого-то взаимодействия этих двух сторон одной стихии. Ну, не мудрено. Вот есть одна сторона стихии, вот другая. И так как они противопоставлены, противоположены, между ними происходит какой-то конфликт именно из-за того, что они разнонаправлены. Это две стороны одной медали, у них обязательно есть какое-то взаимодействие между собой, потому как они же отличаются чем-то, да, если бы они не отличались, это было бы одно воплощение этой самой стихии. По тройке у нас происходит результат взаимодействия этих двух сторон. По тройке кубков мы с вами наполняемся эмоцией, которые приходят в нас снаружи, да, мы как бы цепляем чужую эмоцию на себя и сами погружаемся в этот эмоциональный фон. Это часто происходит на праздниках, часто происходит на каких-то мероприятиях, где присутствует большое количество людей, и они как бы вот фонят эмоции, да, вы чувствуете атмосферу, которая разлита в воздухе, и вдыхаете это настроение, эту эмоцию, и сами преисполняетесь этой самой эмоцией. У вас происходит взаимодействие, и вы получаете некий результат этого взаимодействия. Вот вам тройка. Это тройка кубков. В тройке мечей, если вы помните, у нас происходило взаимодействие двух разных точек зрения с нахождением какого-то консенсуса. Мы приходим к изменению нашей мысли, потому что на нас повоздействовала какая-то другая точка зрения. В двойке мечей есть наша точка зрения, нам дается какая-то параллельная, да, ну, вернее, разнонаправленная, другая идея. Провоздействовав вместе, да, мы меняемся под влиянием чужих идей, и у нас получается тройка мечей. Это процесс часто эмоциональный, потому как сила слова, сила мысли влияет на наши эмоции, несомненно. Именно поэтому тройка мечей так у нас нарисована. Результат взаимодействия двух желаний у нас отображен с вами в тройке, которая показывает результат сравнивания желаний. Есть желание одного человека, есть желание другого. Найти консенсус, найти общее желание, да, чуть-чуть убавить с одной стороны, чуть-чуть добавить с другой, и у нас получается общее желание, которое разделяют
две стороны. То есть получается некий результат. Мы приходим с вами к какому-то результату вот этого взаимодействия. То же самое по тройке пентаклей. Это самая яркая, самая интересная карта в плане взаимодействия. Я вам приводил пример вот этого самого, вот этой самой байки от масонов, да, что есть 3 брата, которые строят храм. Один кладет камень на камень, он возводит стену, он строит храм. Есть второй брат, да, который рисует чертежи, общается с клиентом, он строит храм. И есть третий брат, это монах, который заказывает всю эту музыку, является заказчиком, клиентом этого каменщика и этого архитектора, да. Он платит деньги за все это дело, и он тоже строит храм. Они каждый из них занят своим делом, но в результате у них получается взаимодействие, некий результат этого самого взаимодействия мы с вами видим на карте тройка пентаклей. У нас получается материальный результат работы, либо существования, либо чего-то. Таким образом, у нас с вами развивается вот та самая идея: завязка, кульминация, развязка. Туз, двойка, тройка. Мы находим что-то материальное, мы пытаемся изменить форму этого материального, да, потому как материально имеет свойство изменения формы в любом случае, да, все течет, все меняется. И по тройке мы получаем результат изменения этой формы. Вот вам первый этап. Второй этап — это следующие 3 карты: четверка, пятерка и шестерка. Казалось бы, ну какая завязка тут может быть, если человек уже получил результат? Если вы помните лекции по четверке пентаклей, это человек, который держится за существующий материальный мир. Он не хочет его менять. Почему? Потому что он его устраивает, он им доволен, он ему нравится, он не хочет отпускать его от себя. Он боится, что если он отпустит часть этого материального мира, этот материальный мир изменится настолько, что никогда не будет уже таким прекрасным, как сейчас. То есть настолько ему нравится существующее положение дел, что он не хочет его менять, не хочет отпускать на себя ни на секунду. Это такая образная жадность, да, это нежелание менять. Это нормальное, естественное положение для стихии Земли. Почему? Потому что стихия Земли — это самая медленная стихия. Из всех стихий — огонь, воздух, вода, земля. Земля меняется медленнее всего. С точки зрения других стихий она практически не меняется. Камень как уронили, так он может лежать веками, пока кто-нибудь другой не придет и не пнет его там своей материальной составляющей. Ногой, рукой там кинет или еще что-нибудь такое. Либо другой камень на него сверху не упадет и не расколет. Гора какая-то, она как воздвиглась, да, путем каких-то глобальных материальных изменений, так она будет веками, тысячелетиями, миллионами лет стоять на одном и том же самом месте. И вот этот материальный результат, который мы не хотим менять, он нами воспринимается как какое-то устраивающее нас существующее положение вещей. Имеете вы какую-то, допустим, заработную плату, да, условную 1000 евро в месяц, хватает вам там худо-бедно на существование в какой-нибудь там восточноевропейской стране, и как бы все, окей, пусть это так и будет. Мы не хотим с этим расставаться, потому что мало ли что. Перейдешь с работы на работу, поменяешь что-то в этой жизни, и оно пойдет в какую-то другую сторону, и результат будет уже не таким предсказуемым, как раньше. То есть мы с вами имеем некую, скажем так, зафиксированную точку зрения, некое зафиксированное положение материального мира и некоторую фиксированную землю. Четверка, в принципе, является отображением некоторой фиксации. Да? Если мы берем квадрат как символику материального мира, прямой угол как символика искусственного отображения происходящих событий, у нас как раз вписывается 4 раза в квадрат, как раз вот материальный мир у нас и является символикой квадрата, от того, что квадрат — это наиболее естественное человеческое произведение. Не зря у нас император в старших арканах сидит на
практически квадратном троне. Там только рубленые прямые линии, прямая линия, прямой угол. Да, вот этот простой угол его еще называют, да, если в других языках. Воспринимается как произведение человека, как существование на материальном уровне. А материальный мир — это то, что меняется медленнее всего. Мир идей, мир эмоций, мир каких-то желаний, мир мыслей, слов меняется быстро, во мгновение ока. Да? Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. А вот материальный мир имеет свойство фиксации на своем фиксированном положении. Да? То есть он сам себе способствует, сам за себя вот так хватается, сидит, не меняется. Если вы помните, символика, которую сюда добавил Уэйт, она подразумевает город, который называется Сен-Джиминьяно, итальянский городок, который был знаменит тем, что в течение многих сотен лет он практически не менялся. Другие города, которые находились в каких-то более богатых регионах Италии, они менялись с течением развития, да, истории, потому что на это были деньги. В этом городе денег на изменения, на перестройку, на ремонт не было, поэтому сохранялось все так. Не то чтобы из жадности, скорее из желания сэкономить, из желания оставить все так, как есть, потому что изменения требуют затраты ресурса. Вот намек на этот самый городок, который у нас нарисован на заднем плане достаточно четко, отчетливо. Это общепризнанный факт, общеизвестный, что именно этот городок Уэйт и изобразил. Ну, вернее, изобразила Памела Колман Смит, я так понимаю, с подачи Уэйта. Фиксированность на четверке дает нам либо ревность, как нежелание чего-то менять, либо жадность, как нежелание менять существующее положение вещей. Жадность, когда мы боимся отдать, потому что мы понимаем, что когда мы начинаем отдавать, у нас ситуация начинает меняться, и меняться порой непредсказуемо. Именно поэтому четверка пентаклей — это еще и осторожность, расчетливость. Это не столько скупость, сколько такая хорошая расчетливость, прижимистость. Да? Я не жадный, я домовитый. Зачем? Тратить деньги, если можно не тратить. Если ты не будешь тратить деньги, у тебя они гарантированно останутся. Но это только с расчетом на материальный мир. Потому что материальный мир, он подразумевает неизменность. Это его одно из основных свойств. Да? Он фиксированный, он самый медленный, самый стабильный. Поэтому, когда мы находимся в парадигме материального мира, нам кажется, что если высечь что-то в граните, если положить что-то в банк, да, если облечь что-то в золото, то это непременно сохранит свою ценность, непременно зафиксируется, законсервируется вот ровно в том положении, в котором мы это оставили. Это четверка пентаклей. Завязка в том, что мы начинаем следующий этап развития из фиксированного положения. В чем же у нас вот этот переход? Как он происходит? Происходит из тройки. Потому как если мы получили какой-то результат взаимодействия между людьми, мы пытаемся его неким образом зафиксировать. Нас пригласили сделать какой-то проект, да? Мы провзаимодействовали там с заказчиком, мы взаимодействовали с клиентом, взаимодействовали с двумя сторонами, у нас получился результат, мы заработали, нам понравилось. Это тройка пентаклей, в позитиве. По четверке нам предлагают: слушай, хорошо получилось, тебя устраивает? Устраивает. И мне нравится. Давай еще раз, давай закрепим успех. Давай сделаем еще раз, потом еще раз, потом еще раз. Вот эта четверка как символ стабильности. Не надо ничего менять, если результат получился хорошо, давай сделаем еще раз так же. Потому что результат будет таким же. Это логика цикличности пентакля, цикличности Земли. Если ты будешь каждый год пахать, сеять, собирать урожай, у тебя при повторении действий определенных будет получаться определенный результат, который тебя будет устраивать, если ты как раз на него и рассчитываешь. Если ты хочешь чего-то большего, там уже нужно тратиться, нужно менять что-то. Там есть определенный риск. Об этом у нас говорит пятерка пентаклей. Сейчас мы о ней будем говорить. Либо, может быть, сразу поговорим.
Давайте сразу поговорим, да, раз уж мы с вами идем такими вот циклами по 3 карты, наверное, будет логичнее сразу же обозначить, в чем же у нас такой ужас-ужас вот этой самой пятерки пентаклей. Ну, ужас, ужас. Ну, не ужас, как в этом анекдоте, да? Пятерка пентаклей традиционно у нас трактуется как беды, лишения, горести, ушли в ночь холодную без шапки, да, без тапков. В общем, претерпевают какие-то мучения, по миру пошли, в общем, тяготы, лишения. Все плохо, плохо, плохо у нас по этой карте. Это традиционное значение. Но если мы с вами рассматриваем тот смысл, который закладывал Уэйт, а Уэйт, напомню, был товарищем-масоном. А масоны, они, как правило, очень любили всякие там шарады, загадки, конкурсы веселые, да, вот это вот все. По пятерке пентаклей мы попытаемся найти разгадку этой загадки. Если вы смотрели предыдущие лекции по младшим арканам, вы уже догадываетесь, о чем я веду речь. О том, что если мы начали с фиксации какого-то результата по четверке пентаклей, да, для того, чтобы улучшить результат, увеличить свою прибыль, которую мы держим цепко в четверке пентаклей, мы должны пойти на какие-то расходы. Мы должны потратить какой-то ресурс, чтобы изменить ситуацию из привычной, из стабильной, в другую, в большую сторону, да? По четверке, если мы просто будем повторять одно и то же действие, мы будем повторять один и тот же результат. Зачем что-то менять, если это и так хорошо работает? Но если ты уже вырос из этой четверки, и тебя перестала устраивать вот эта стабильная зарплата, условная, в 1000 евро, ты хочешь зарабатывать 1500 евро, значит, тебе нужно что-то сделать, тебе нужно как-то менять ситуацию, потому что сама-то она не изменится. Это земля, стабильность, да, особых изменений там нет. В этом ее смысл. Смысл материального мира в том, что он максимально фиксированный. Но если мы собираемся его менять, мы должны понимать, что на материальном уровне, на уровне стихии Земли, это требует от нас вложений дикого количества ресурсов. Почему? Потому что самая тяжелая, самая медленная стихия, самая массивная стихия, самая материальная стихия Земля меняется хуже всего, медленнее всего. Да? Вода течет чуть ли не сама, воздух движется чуть ли не сам, огонь точно сам движется, да? А вот Земля сама двигаться не может. Нам нужно ее менять. Если мы хотим заработать больше, мы должны больше поработать. Мы должны затратить больше усилий. Либо, если мы имеем какую-то прибыль, да, с какой-то торговли, мы понимаем, что для того, чтобы увеличить прибыль, мы должны больше закупить там сырья, либо товара, либо чего-то. То есть потратить деньги. Итак, завязка у нас стабильная ситуация. Кульминация – это трата ресурса. Мы вкладываемся в свое будущее. Мы вкладываемся в будущую прибыль, которой нет. Мы тратим деньги. Для стихии Земли это трагедия. Это ужас, 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 потому что стихия Земли не терпит расхода ресурса. Она накапливает ресурс. А по пятерке приходится тратить. Мы входим в движение, в фазу движения. Вот у нас есть 4 колеса, на которых стоит машина. Чтобы завелся мотор, 5-й элемент, да, если помните фильм, мы должны провзаимодействовать с всеми 4 стихиями еще с одним элементом. С тем, в который мы вкладываем свою силу. Мы заливаем бензин в бензобак, да, мы заводим двигатель, мы расходуем какой-то ресурс. Мы тратим деньги на бензин, мы тратим бензин, мы тратим и электричество через стартер, да, то есть, чтобы завести всю эту шарманку, то есть мы входим в расходы. Это очень неприятное чувство для стихии Земли. Его нужно преодолеть. С трудом через лишение, через тернии идем мы к звездам, рискуем там лишиться всего, да, как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Но если ты хочешь заработать, ты должен рискнуть. Главное помнить, что ресурс надо тратить правильно. По пятерке пентаклей как? Не проходить мимо благоприятной возможности, иначе так и останешься бедняком.
не тратить деньги так, как это делают бедные деньги, бедные люди, как они их тратят. У них, если есть какие-то деньги, они их вбухивают, тратят сразу все. Ай, одну жизнь живем, что там. Ну, то есть неумные люди, они чаще всего бедные, потому что они не могут правильно распорядиться тем ресурсом, который у них уже есть. Но если вы достаточно умный человек для того, чтобы просчитать свои расходы, вы, конечно, проходите через какой-то момент тяжелый, да, нужно затянуть пояса, потерпеть, постараться поработать, зато потом в шестерке мы получаем результат: богатый человек, который с легкостью делится своим ресурсом с тем, у кого не хватило силы воли, либо желания, либо начального ресурса на то, чтобы стартануть и потратить часть своего ресурса на улучшение своей жизненной ситуации. Да? Вот как-то так. Пятерка — это движение материальных средств, либо ресурса, либо времени, либо вашего опыта. Тратить никому не нравится. Но по итогу, как результат, мы получаем богатого человека, потому что шестерка пентаклей — это следующая рука. По пятерке мы заканчиваем часть, которая идет для себя. Потому что в одну руку ты набираешь. Когда ты набрал максимум, тебе по пятерке приходится выкладывать часть денег, тратить часть ресурса в другую руку, другому человеку. Да? И если человек согласен на то, чтобы принять помощь, у вас получается взаимодействие, но уже не на равных, как было в тройке пентаклей, а с превосходства в сторону меньшую. Да? У того, у кого больше ресурса, появляется возможность расходовать этот ресурс не для того, чтобы заработать, а потому что он может. По шестерке пентаклей он не старается заработать, он просто тратит этот ресурс, потому что ему уже не страшно. Это вот тот момент, о котором я говорил раньше в лекциях. Если вы хотите заработать, не бойтесь потратить, не бойтесь проходить через пятерку пентаклей. В основном люди не могут заработать, потому что боятся вложиться в свои будущие доходы. Понимаете, вложить часть сил. Вот в этом у нас смысл шестерки пентаклей. В том, что человек по итогу приходит в положение, где он может разделить часть своего ресурса, да, часть своей прибыли и отдать туда, куда нужно. Причем нужно не ему, а нужно как бы для блага общества. Он уже начинает заботиться о других людях. Причем весы у нас тут намекают на то, что нужно взвесить свое решение, да, и учесть ситуацию другого человека. Потому что весы — это всегда другая сторона. Весы — это всегда сравнение того, как я бы поступил на месте этого человека. Весы — это всегда понимание того, что надо стать на сторону другого человека, представить себя в его ботинках, в его шкуре, спросить, а что ты делаешь для того, чтобы привести себя в положение так, как я себя привел, да? Если ты понимаешь, что человек действительно не обладает таким ресурсом, которым обладаешь ты, ну, допустим, нет у него той смелости и решительности, которая позволила тебе пройти через пятерку, рискнуть своим благосостоянием, рискнуть своим здоровьем, там, заложить дом, да, очень часто в голливудских фильмах показывают моменты, когда человек настолько убежденный в реализации своей будущей идеи, что он согласен даже на то, чтобы заложить свой дом, свое жилье, да, что является, ну, серьезным ресурсом с точки зрения людей без этого ресурса, да, согласен даже рискнуть этим домом, рискнуть стать бомжом для того, чтобы по итогу выиграть и получить больше, нежели он вложил, стать богатым. Почему богатый не боится тратить деньги? Потому что он понимает, что вот этот момент заработка он уже прошел. Он научился быть богатым человеком. Он не боится потерять часть денег, как он боялся это в четверке пентаклей. Теперь ему не страшно, и он может делиться частью ресурса с тем, кому этот ресурс на самом деле нужен. По каким-то весомым причинам, а не просто так. Он же не обоим им денежку дает, да? Тому, кто заслуживает, он деньги дает.
Ну, тому, кому на самом деле надо. А вот тому, кто там, возможно, обманщик, либо там какой-то еще там жулик или еще что-нибудь такое, да, который, может быть, мог бы пойти и заработать, вот ему как бы этот ресурс не особо нужен. Итого, у нас с вами завязка, кульминация, развязка на этом центральном, ключевом, важном этапе. По стихии Земли развивается следующим образом. Мы имеем некий стабильный доход, некую стабильную ситуацию, из которой боимся пока выходить, потому что она же стабильная. Зачем ее менять, если она хорошо работает, да? Ну, как без постоянного роста, но на стабильном уровне дохода. Но если мы рискуем, все-таки вкладываемся, тратим больше, чем обычно, рискуем уйти в минус, а пятерка пентаклей это всегда расход, всегда идти в минус, то мы по итогу получаем больше. Поэтому не бойтесь тратить, если вы делаете это разумно, вы сделаете свои траты не тратами, а вложениями. А вложения всегда приносят доход. Поэтому, когда вы тратите деньги по пятерке пентаклей, задумайтесь, на что вы их тратите. На веселье, на которое, возможно, скажем так, возместит ваши эмоциональные траты и позволит завтра работать с большим энтузиазмом и заработать больше. Либо это веселье, которое необдуманное, и вы спустите часть денег, завтра больше заработать не сможете, более того, у вас там будет какое-то похмелье, что-то еще такое, и вы наоборот ухудшите свое материальное положение и рискуете действительно по миру пойти. Вот. Либо это какие-то финансы, которые хорошо, если просто лежат по четверке пентаклей, не меняются, но мы с вами помним о инфляции, да? По пятерке нужно вовремя, грамотно тратить деньги. А что такое грамотно тратить? Это вкладывать их в какие-то акции, в какую-то недвижимость, в какого-то человека, в какие-то там стартапы. По итогу это гарантирует вам определенный уровень дохода, растущий. Вы не боитесь теперь вкладываться, да, потому что вы знаете, как нарисовать себе еще, да, как заработать еще денег. Вот такое дело. Там очень многие в чатике спрашивают, будет ли запись эфира. Будет. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как мы это трактуем в раскладах событий дня или отношения? На практике ситуация, трактовка может очень серьезно зависеть от ситуации. Этому я обучаю на своих курсах, которые там раз в сезон запускаю, весна, лето, зима, осень, ну, либо 2 раза в год, не знаю, как в этот раз получится весной запустить или летом. Сейчас курс идет, на курсе мы разбираем порядка 60-70 раскладов, и там я как раз показываю, как это все дело работает на практике, в раскладах, на ситуациях. Тут у нас, скажем так, такая интенсивная теория, да? Завязка, кульминация, развязка второго этапа, да, напомню, что 10 карт, вот этот цифровой ряд от единицы до десятки, мы с вами можем разбить на 3 большие этапа. Завязка, кульминация, развязка и десяточки, как финал, да, гранд-финал. Вот. Первый этап мы с вами по желаниям рассмотрели стихии огня, появление желания, сравнивание или сравнение с предыдущим желанием, есть какое-то стабильное, есть какое-то новое желание. По тройке мы приходим к какому-то результату, да, к какому-то консенсусу. Мы совмещаем желания, чтобы это желание устраивало обоих. Ну, то есть, допустим, желание женщины встречаться вот с этим мужчиной, желание мужчины встречаться с разными женщинами, но вот он обратил внимание на ту, которая с ним совпадает, они встретились, у них желания совместились, совпало. Если желания у них совпали, и если они понимают, что есть какая-то химия, есть какое-то взаимодействие, и результат, вот этот консенсус обе стороны устраивает, то зачем бегать? Зачем искать какое-то новое желание, если ты, наконец, получил реализацию вот этого желания? Женщина хочет мужчину, мужчина хочет женщину, желание совмещается, реализуется с желанием, то есть какой-то результат взаимодействия. И если вы понимаете, что он не меняется, если вы понимаете, что он становится стабильным, дело идет к свадьбе. Да? То есть зачем искать
другое желание на стороне, если ты можешь реализовать это желание вот здесь с этим партнером, к которому ты уже пришел. Мы строили и, наконец, построили, да, счастливую семью, ячейку общества, ура, ура. Зачем бегать, если можно не бегать? Зачем искать, если мы уже нашли? И как бы честным мирком, да за свадьбу. Вот та самая 4 жезлов, или хупа, балдахин, под которым еврейская пара стоит во время церемонии своего бракосочетания. То есть фиксация желаний 2 человек. Да? Некий фиксированный результат в стихии огня. Вот. И если вы понимаете, что ваше желание неизменно к этому человеку, тогда можно ему пообещать клятвенно, что я с тобой до конца жизни, да, и что там и сына, и дерево, и дом, и все, что хочешь, я тебе пообещаю, это символика будущего дома, который строят молодожены. Ну, либо символика дома, который мужчина пообещал женщине, потому что раньше мужчина считал, что надо строить дом, рожать сына, а жена там пусть там борщ варит и детей воспитывает. Это уже там дело как бы не хитрое, да? Ну, само собой, я с сарказмом говорю. Сексизм я не одобряю, я одобряю равное отношение к людям, с учетом того, что к каждому из них нужно относиться по результатам его жизнедеятельности, скажем так. А изначально все, конечно, равны. Так что по 4 жезлов у нас с вами происходит фиксация желания на одном уровне. И именно из этого куплета, скажем так, начинается наша новая песня. Завязка у нас это есть у нас зафиксированное желание. В 3 мы получили это желание, в 4 мы имеем фиксацию этого желания. И это, в принципе, хорошо. Но стихия огня развивается определенным образом. Дело в том, что огонь — это чрезвычайно подвижная стихия. Если сравнивать со стихией земли, ну, сложнее найти что-то более подвижное, чем огонь. Поищите, пожалуйста, вокруг себя в материальном мире что-то более быстрое, чем огонь. Ну, считается, что мысль более быстрая, да? Но, по сути, если мы с вами хорошо знаем с научной точки зрения материальный мир, мы с вами понимаем, что мысль, да, это результат изменения желания. То есть желание как энергия. Если мы берем физику, химию мозга, то мысль как раз переносится этими энергетическими импульсами между синапсами, да, либо как там это, ну, я не доктор, я не помню, как это точно работает, но мысли — это изменение энергии в мозгу, да, то есть мысль появляется уже после энергетического обмена между клетками мозга. То есть огонь — это максимально быстрая стихия из всех. Она не может быть фиксированной. Ну, фиксированный огонь, он тоже движется, да. Тот огонь, который вы зафиксировали на полу своей пещеры, если вы пещерный человек, он может там стоять годами, конечно, десятилетиями, поколениями, как это и было, в принципе, да. Пока люди не умели разводить огонь заново, они пытались его сохранить. Вот этот фиксированный огонь, как символ семейного очага, это то желание, которое вы закрепили вот с этим человеком, либо вот с этим работодателем, да, это какая-то фиксированная ставка. Сделали какой-то продукт, какой-то ресурс произвели, какой-то проект у вас увенчался успехом, и вам понравилось, и клиенту, и получилось у вас хорошо, обе стороны устроены. Давай повторим еще раз. Зачем далеко ходить? Зачем искать нового исполнителя своих желаний, если он у тебя уже есть? Зачем искать нового работника, если можно взять этого хорошего, устраивающего тебя работника на постоянную ставку? Дать ему постоянный контракт. Это как брачный контракт между мужем и женой. Вот это 4 жезлов. Однако, с течением времени стихия огня обязательно меняется, просто потому, что становится скучно. Огонь не может стоять на месте без изменений, поэтому он начинает менять ситуацию естественным образом. Это по стихии Пентаклей. Вам надо было собираться, идти тратить ресурс, потому что у вас возникало какое-то желание. Само желание появляется, когда вам становится скучно. Это как бы естественный процесс.
Поэтому процесс перехода из четверки в пятерку жезлов, он самостоятельный. Если вы ничего менять не будете, вам захочется чего-то новенького. Просто потому, что по стихии огня это естественно. Желание появляется само. Почему у нас пятерка жезлов это, скажем так, кульминация в этой стадии? Вот у нас завязка есть, стабильное желание, кульминация, яркое проявление этого желания и развязка. Стабильная ситуация, движение, активность и результат, как, забегая вперед, с шестерки жезлов, сразу скажу, это результат вашего взаимодействия с чужими желаниями, уже с множеством чужих желаний. Это ваша победа. Это демонстрация своих достижений другим людям, когда они все признают, что они ниже вас, а вы, вот, ваш жезл выше всего. Ваш триумф вы демонстрируете, вы показываете победу. Часто по шестерке жезлов идет, как это сказать, идет взаимодействие с другим человеком, идет реализация чужой победы. Но это уже совсем такой замудренный слой значений, да, слишком глубокий, намекая на то, что это не сам победитель, это глашатай, который оглашает победу чью-то. Ну, уже на этот слой мы вторгаться не будем. Это для совсем уже такого заумного рассуждения по картам Таро. Пока у нас с вами разворачивается очень простая идея. Стабильное желание происходит. Суета-сует, когда каждый доказывает, что мое желание самое лучшее. Люди меряются этими самыми жезлами. Это естественное проявление желания любого человека. Активного человека, само собой. Женщины тут не нарисованы. У нас с вами опять вступает в силу вот тот самый тарошный сексизм, да, где женщина и мужчина очень четко делятся по методу воздействия на окружающую реальность. Свойственно как-то что-то мутить, да, что-то как-то бурлить в воде, когда все скучно, нужно как-то устроить какой-то кипиш. Это мужской принцип, да, это принцип ян, принцип активности. Стихия Земли, она ведет к пассивности, к накоплению, да, к отлеживанию чего-то. Стихия огня ведет к развитию, к росту. Давайте мы что-нибудь устроим. Это символика, допустим, если мы берем пятерку жезлов, это символика спорта. Когда скучно, ну давайте развлечемся. Да? Потому как если мы рассматриваем 5 жезлов, как вариант взаимодействия 5 человек, во-первых, 5 на 2 не делится. Какие-то 2 равные партии мы разделить с вами не можем. У нас как минимум 3 стороны участвуют, если мы делим на 2. Как промежуточный вариант 4 стороны участвуют, как максимальный вариант 5 разных сторон участвуют каждый на своей стороне. Почему мы признаем, что это 5 разных сторон? Потому что они все одеты в разнобой. Каждый одет сам себе в свою собственную форму, в свой собственный, свои собственные цвета. Это разные люди с разными интересами. Каждый отстаивает свой интерес. Вот это суета-сует. Естественно, когда вам скучно. Откуда идет сама символика карты? Идет из символики драки, которая у нас происходила, начиная со средних веков, в небезызвестном городе Венеция. Это известные бои на мостах, да, где сходились вместе какие-то противоборствующие, ну, не сказать кланы, сказать цеха, да, там на одном берегу канала там цеха краснодеревщиков, на другом берегу канала цеха кожевенников, либо там каких-нибудь гончаров, либо любая другая профессия, да, и они отстаивали собственное право, да, не то чтобы они делили этот канал, они доказывали другому клану, другому цеху, что мы не хуже, чем вы, а то и получше. То есть каждый хотел победить, каждый хотел доказать противоборствующей стороне, причем неважно какая это сторона. Их может быть 2, 3, 4 по итогу, как в пятерке Пентаклей, там у одного человека 4 противоборствующих стороны. То есть ты один идешь против четверки жезлов. Ты один идешь против стабильного желания. Ты один
меняешь стабильность. Это естественное желание противопоставить себя стабильности. Когда ты смотришь на эту стабильность как бы со стороны, ты уже начинаешь участвовать активно. Пятерка жезлов — это пятерка чрезвычайно активная. Это одна из самых активных карт. Это как бы драка ради драки, суета-сует. Вот такие дела. Так что в общем и целом пятерка жезлов рассматривается нами как не способ изменить ситуацию в какую-то определенную сторону, а в принципе как изменение ситуации само по себе, неважно к чему это приведет. Пятерка жезлов — это драка не ради какого-то результата. Пятерка жезлов — это процесс ради самого процесса. В пятерке пентаклей, если у вас есть деньги, естественное желание человека, потому как если мы совмещаем две эти стихии, у нас идет желание потратить деньги. Когда стихия огня сочетается со стихией земли, у нас получается что-то похожее на выражение «деньги жгут карман». Да, деньги вроде бы есть, они стабильно лежат у тебя в кармане, но когда у тебя появляется стихия огня, тебе хочется их потратить, да, появляется желание на что-то потратить эти деньги. Там в чатике спрашивают, это всегда вложение, а если смотреть на нее как полный крах? Ну, во-первых, полного краха тут быть не может. Почему? Потому что это середина цикла. Какой же он крах, если у нас есть дальше шестерка? Если ты правильно вложил деньги, ты у нас стоишь на верхней ступеньке. Ты теперь богатей. Ты теперь можешь с другими делиться своим ресурсом, чтобы сделать этот мир более светлым, приятным местом для существования. Но есть и другая степень развития пятерки, и она у нас с вами тут абсолютно непосредственным образом представлена. Это вот те самые нищие, которые и получились в результате того, что ты необдуманно, как бедный человек, профукал все деньги, вложил их в какую-то ерунду, в выпивку, там, в развлечения, в казино и прочее всякое такое. Вложил невыгодно, глупо. Вот. Не как умный человек, который рассчитывает на дальнейший рост, а просто на существующие какие-то сиюминутные желания. У тебя получились вот эти бедные люди. Если ты правильно проходишь, а карты учат проходить правильно вот такие жизненные моменты. Если у тебя есть стабильная сумма, потрать ее, это пятерка пентаклей, правильно и станешь богатым, это шестерка пентаклей. Потратишь неправильно, станешь бедным. Завязка, кульминация, развязка. Все зависит от кульминации. Завязка у нас всегда стабильная. Кульминация у нас всегда подразумевает какое-то действие. По пятерке жезлов у нас идет вот это действие, которое должно быть зафиксировано как победа. Если ты все правильно сделал в пятерке, ты будешь триумфатором. Молодец, все тебя будут на руках носить, хвалить, дадут на грудь медальку и там какой-нибудь там еще в подарок Феррари, что-нибудь такое. Но если ты проявишь недостаточный интерес к процессу, а пятерка жезлов — это интерес к самому процессу, а не к результату, то ты станешь проигравшим, тем, кто воздает почести победителю. Они все на заднем плане стоят. Да? Лузеры. Вот так вот. Так что правильное прохождение пятерки жезлов — это стать уважаемым человеком, а не просто там каким-то рядовым сотрудником. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, да, если ты хочешь, чтобы другие замечали твой успех, если ты хочешь, чтобы другие люди чувствовали воздействие твоего желания на них, да, что твое желание сильнее их, да, мое кунг-фу сильнее твоего. Ну, если у тебя достаточно запала, энергии, интереса к самому процессу, ты станешь победителем. Если же ты по пятерке жезлов будешь с прохладцей относиться к процессу, без интереса участвовать в каких-то спортивных, развлекательных, либо рабочих процессах, если у тебя не будет интереса к процессу, ты проиграешь. Тебе останется только что воздавать почести победителю. Вот у нас завязка, стабильное желание,
Кульминация — это изменение своего желания, добавление своего желания, расход своей энергии, которая окупается тем, что потом тебя все носят на руках, говорят, не надо, не надо, не ходи ногами, мы тебя на руках понесем. Ну, тут его, правда, на руках не носят, но в переносном смысле, да. Лошадку дадут, и он как бы теперь расходует свой ресурс очень экономно, зато там лошадка его везет, да, скажем так, тоже рост желания. Хочешь ты стабильное что-то? Постарайся и получишь большую энергию, которая есть теперь уже в лошади. Теперь ты можешь расходовать не только свою силу, да, не только свой ресурс, но и ресурс лошади. Победитель получает все. The winner take it all, как говорится. Вот. Так что определенный рост желаний есть. И когда все другие на тебя смотрят, какая у тебя дорогая лошадь с золотой попоной, на золотых дисках, да, с заниженной посадкой, все тоже говорят, ой, какой уважаемый человек, я тоже себе такую лошадь хочу на таких золоченых дисках. Понимаете? Что-то вот такое вот. Начинается уважение. Люди понимают, что раз ты достиг такого положения, значит, ты очень этого хотел. Если очень захотеть, то ты реализуешь какие-то свои мечты. Вот об этом говорит завязка, кульминация, развязка, четверка, пятерка, шестерка. Точно так же, как и с денежкой, точно так же, как и в материальном мире, твои желания могут усиляться, да? Это мотивация. Из стабильности выход один — активность. Тогда ты получишь что-то более развивающееся, более бурное. А шестерка пентаклей выступает как рука дающая, или она может выступать сторона принимающая? Виктория, я же только что сказал, что у нас, если вы правильно проходите, вы становитесь богатым человеком и выступает как рука дающая. А если вы неправильно проходите пятерку, да, если вы растринкали ваш ресурс туда-сюда на блэкджек и женщин, как это, с неправильной социальной мотивацией, да, или как там говорится, тогда вы будете вот в нижнем ряду просить милостыню, будете рукой принимающей. Все зависит от контекста, от ситуации. А как понять? Ну, это мы уже изучаем в курсе, на который я вас приглашаю. Если вас интересуют такие вопросы, они изучаются на практике. К сожалению, либо к радости, теория — это теория, а вот действительно серьезное понимание процесса происходит на практике. Хорошо, двигаемся дальше. Теперь у нас стихия воздуха. Мечи. Знание — это сила. Если вы помните, откуда мы пришли из понимания, что многие знания, многие печали. Хорошо, когда у тебя есть мысль, ее можно думать. Вот. А еще я в нее ем, да, в эту самую голову. Сила есть, ума не надо. Это тоже туз мечей, но такой же перевернутый, да. Правильный меч, он понимает, куда его прикладывают. Правильный воин всегда умный. Настоящий самурай всегда смотрит на несколько шагов вперед. Настоящий самурай всегда сомневается, у него всегда есть сомнения, его всегда гложут сомнения, стоит или не стоит начинать битву. Да? Он всегда оценивает противника, прежде чем достать меч. Потому что правильный самурай, он понимает, что я могу победить, а могут и мне навалять. Логично. Ну, вариант А, вариант Б. Я или он, да? Если не мы, то кто, да? Может возникнуть, конечно, сакраментальный вопрос, а нас-то за что? И, конечно, может быть несколько обидно, когда мы понимаем, что и нас-то есть за что. Что и нас могут победить, нас могут переубедить, нас могут силой заставить, нас, в конце концов, могут вторгнуть в сомнения, и мы можем начать сомневаться. А настоящему самураю это как-то так негоже, да, нам ли быть в печали, как говорится. Но по тройке мечей принятие чужой точки зрения, потому что один меч — это наша точка зрения, другой меч — это чужая точка зрения. И мы допускаем какой-то третий вариант развития событий. Вот. И это всегда грустненько.
Но, если мы все-таки проходим через этот этап, если мы, скрипя сердце, не скрипя сердце, потому что я слышал такое выражение, мой внутренний филолог содрогается и истекает кровью. Скрипя сердце, то есть укрепив сердце, вот путем размышлений, человек приходит к какому-то выводу, к какому-то логичному результату. Каким образом он к нему приходит? По четверке мечей он берет эту мысль, которую до него донесли в тройке. Пусть эта мысль грустная, печальная, начинает ее обдумывать. Причем обдумывать не просто так, как в тузе мечей, у меня есть мысль, и я только ее думаю. Он ее повторяет. По четверке мечей у нас идет повторение одной и той же идеи. Как мантру читаете, да? Ом мане падме ом, ом мане падме ом. С одной стороны, вы привыкаете к этой мысли, к этой идее. С другой стороны, это определенная тренировка. Повторение какой-то мысли, какого-то действия закрепляет его в памяти. Да? Знаете, что если там на сон грядущий слушать какие-то произведения, если вам читают, вы их запоминаете лучше. Некоторые кладут под подушку во время сна, чтобы запомнить лучше, да. Некоторые одевают наушники, включают, там есть такие специальные программы, которые вам во сне что-то проговаривают в надежде, что вы там что-то лучше запомните. Это в самом деле в определенные моменты работает. Почему нет? Но истинный смысл четверки мечей в том, что эта мысль фиксированная. Это то, что вы хорошо запомнили. Это то, что вы повторили раз, два, три, четыре. Это то, что вы осознали о себе в момент, когда вы находитесь наедине с собой. Когда вам никто не мешает, не приносит никаких новых идей. У вас есть мысль, которую вы повторили 4 раза, потом еще 4 раза, потом еще 4 раза. Таким образом, вы хорошо закрепили себе эту фиксированную мысль. Все четверки это фиксация. Когда у вас есть эта фиксированная мысль, когда вы поняли в конце концов что-то глубоко внутри себя, да, потому что медитация, потому что мантры нужны для того, чтобы сконцентрировать свое внимание на какой-то одной мысли. Напомню, что гражданин Уэйт был у нас тем самым масоном, да, который существовал вот в начале 20 века. Как раз в это время начался активный интерес ко всему восточному. Ну, вы помните, да, всех этих людей. Рерихи, вот это вот все, да, Блаватская, йога и вот это. Люди познакомились с медитацией, а медитация есть не что иное, как повторение какой-то молитвы, да. В христианстве абсолютно распространенная практика, да, молились как раз для того, когда священник наказывал вам прочитать «Отче наш» 100 раз, то это не для того, чтобы выучить этот «Отче наш». Его все и так знали наизусть, потому что, это была самая распространенная молитва. Она и сейчас самая распространенная. Зачем нужно было читать «Отче наш»? Зачем нужно было повторять одну и ту же мысль? Чтобы сознание уснуло, да, и из подсознания всплыла какая-то идея, которая спрятана. Повторением какой-то банальной, фиксированной, уже давно пройденной мысли, да, погружаясь в медитацию, обдумывая одну и ту же мысль, внезапно у вас освобождаются ресурсы, мысленные ресурсы, которые вытаскивают из подсознания что-то новое, из глубин сна, да, у нас появляется свежая идея. Утро вечером мудренее. Если ты не знаешь, как справиться с противником, да, ляг поспи, да, во сне придет какой-то мудрый старец и расскажет тебе. Либо Бог тебе во сне пошлет ангела, и он тебе расскажет о том, как на самом деле надо реализовать твои мечты. Утро вечером мудренее, короче. Инсайт с тобой произойдет, если ты будешь долго, напряженно думать одну и ту же самую мысль, сосредоточившись только на этом, отгородив себя вот этими стенами кельи, часовни, да, погрузившись в рассуждения, в молитвы, в медитацию, ты выпускаешь из себя какую-то новую идею. Ты внезапно что-то понимаешь. Да?
Итак, стабильная мысль, повторяемая мысль, прокручиваемая по кругу, одна и та же молитва освобождает твой умственный ресурс, и он находит какую-то новую свежую мысль, с помощью которой ты можешь победить своих противников. А это у нас уже происходит в пятерке мечей. Пятерка мечей — это традиционное значение победы. В шестерке жезлов у нас происходит триумфатор, не просто победа. Очень многие путают шестерку жезлов с пятеркой мечей. А это разное, это другое. Сейчас поясню. Ну вот смотрите. В пятерке мечей человек побеждает своих противников, а они куда-то уходят, вот, посрамленные, обиженные в ночь холодную, без шапки, жаловаться мамке, да, как им надавали по пятой точке. В шестерке жезлов человек смакует свой триумф. Тут не сам момент победы. Тут последствия этой победы. Да? Это уважение, уважуха, которая на тебя сваливается, потому что все признают, что ты молодец, надавал всем остальным по этой самой пятой точке. А в пятерке мечей у нас с вами предупреждение от Уэйта зашифровано, да? Во-первых, если присмотреться, надо сказать, что я крайне рекомендую всем присмотреться к колоде Уэйта, на которой я уже рассказывал, 1909 года издания. Первая оригинальная колода, которую Памела Колман Смит отдала в печать где-то в издательство Райдера, да, оттуда название Райдера Уэйта, да. Ну, по-хорошему ее бы называть эту колоду Райдера Уэйта Смит, потому что рисовал это Памела Колман Смит, да, Райдер издатель, Уэйт автор, Смит художница. Вот тут у нее оригинальные рисунки, именно так она рисовала. В современных колодах, к сожалению, многие черты, многие линии искажены чуть-чуть за счет того, что много распечатали, перепечатывали, перерисовывали. Многие детали, они как бы смазались, либо огрубели чуть-чуть. А вот тут у нас отчетливое, насмешливое выражение нашего с вами победителя. Более того, рыжая прическа говорит о чрезмерной быстроте мысли. Потому что считалось, что по мечам правилен холодный рассудок, а не вот эти быстрые, бурные, огненные мысли. Быстрые, бурные, огненные мысли приводят к тому, что ты начинаешь весело насмехаться, ржать над этими побежденными. Ну, то есть издеваться над ними. Ведешь себя не как джентльмен, а как какой-то, ну, там, простолюдин, который ругается, поливает их грязью, говорит: лузеры, проиграли, да, иди мамке жалуйся. И они идут, жалуются мамке, и мамка может прийти и надавать уже ему по пятой точке. К чему я это говорю? Я говорю это к тому, что у нас тут, несомненно, победа. Но, во-первых, слишком горячие мысли, которые он не контролирует, приводят к тому, что вот там эти противники, если вы обращаете внимание, как они уходят, вот этот товарищ вообще рыдает в рукав. Сморкается, там плачет, говорит: я мамке расскажу. Вот. И будьте уверены, расскажет. И будьте уверены, вот этому нашему рыжему победителю еще придется ответить за свои слишком горячие выражения, слишком насмешливое поведение. Тут неправильное поведение у нас изображено. Если ты слишком не сдержан на язык, если ты не джентльмен, если ты не сдерживаешь свои мысли, эмоции, да, тогда придет возмездие. Ситуация меняется быстро. Облака, которые у нас рваные такие. Зачем Памела Колман Смит нарисовала тут такие рваные облака? Причем это отчетливо видно. Потому что это очень динамичная карта. Он вроде бы победил. Что мешает ему закрепить успех? Сказать: я победил вас навсегда. Если бы он победил их навсегда, они бы лежали мертвые совсем. Понимаете? А так они вон вполне себе живые, куда-то в обиде бредут. А он еще их поливает их нехорошими словами. Отсюда вывод. Если ты будешь радоваться раньше времени, а ситуация у нас динамичная, ветер у нас очень быстро движется, да, у нас облака рваные,
как будто бы ветер их разметает, как полы его платья, как волосы, да. Это вот все. То есть ситуация меняется очень быстро, очень динамично. Сейчас ты над ними смеешься. Через пару минут они придут с подкреплением и наваляют уже тебе. Ситуация быстро поменяется. Поэтому радоваться раньше времени по пятерке мечей не рекомендуется. А рекомендуется осознавать, что ты делаешь. Понимать, что текущий момент, он приходящий, он динамичный. Это момент изменений. Все пятерки по всем стихиям, они динамичные. Они говорят о каком-то изменении, о каком-то процессе. В пятерке жезлов у нас очень динамичная ситуация. Это процесс выяснения, у кого там что длиннее, у кого что сильнее. Да? У кого брат старше и наваляет другим, да? По пятерке пентаклей, если мы берем две ситуации, тоже очень динамичная ситуация. Люди идут, меняют свое финансовое положение от плохого к очень плохому. Ну, это предупреждение, опять же. Основной смысл пятерки пентаклей, напомню, изменение материального положения в какую-то сторону. Движение. Пятерки — это движение. Движение финансов, либо материального мира, движение желаний, либо страсти, да? Движение мысли. И если у тебя достаточно быстрая мысль, ты можешь раньше других там как-то провести пируэт и обезоружить своих противников, но ты недостаточно силен для того, чтобы победить их окончательно. Ситуация динамичная, она будет меняться. И меняться она будет в другую сторону. В какую-то другую. Из какой-то стабильной, из четверки мечей, ну, достаточно, мягко говоря, стабильная карта, мы приходим в шестерку мечей. А что такое шестерка мечей? Если вы помните, я говорил о том, что шестерки у нас это взаимодействие. Четверки — стабильность, пятерки, как мы с вами выяснили, движение, изменение. То шестерка — это взаимодействие, но уже на уровне превосходящем. Если вы помните, тройки — это взаимодействие. Но там взаимодействие на равных. По тройке мечей идет равное взаимодействие двух мыслей. По тройке жезлов идет взаимодействие двух равноуровневых желаний. Вот. Слева жезл, справа жезл равные. Третий он как бы как консенсус, да? Реализация какого-то желания. По тройке пентаклей у нас тоже как бы все наравне должны быть. Но тут намек на то, что к материальной стихии было бы хорошо все-таки немножечко приподнять рабочего, потому что материальная сторона именно в этой стихии поважнее чуть-чуть. Но все равно подразумевается, что каждый на равных участвует в процессе строительства этого храма. Просто некоторые чуть более равны, да, если уж так говорить. Это как бы намек на коммунизм. Не знаю, в то время ну, как бы распространялись уже эти идеи. 1909 год. Там уже будь здоров. По тройке кубков это все равны на свадьбе, да, все в равной степени могут участвовать во всеобщее, равное на всех. Радость, эмоция, либо горе, там неважно какое, важно, что это взаимодействие. По тройкам у нас идет взаимодействие, но на равных. А по шестеркам у нас идет взаимодействие, но из одной стороны в другую. У нас перетекает стихия как бы из одного состояния в другое. Там, где больше, туда, где меньше. Причем важное в этом деле не столько изменение. Изменение у нас было в двойках, мы уже прошли. Сколько изменений из точки А определенной в точку Б определенную. Если мы берем шестерку пентаклей, там изменения вполне очевидные. Мы прекрасно понимаем, откуда куда будет перетекать ресурс. Тут все вполне определенно. Тут не просто взаимодействие. Тут четко направленное, четко обозначенное взаимодействие. Да? Если в двойках нам было важно неважно какое, вернее в тройках неважно какое, но взаимодействие, да, то тут уже нам важно какое взаимодействие. Тут мы с вами уже обращаем внимание на тип взаимодействия. Мы уже умные, ученые. Мы уже понимаем, мы уже разобрались во взаимодействии, теперь оно какое-то более оформленное, более четкое.
Тут уже от богатого к бедному переходит ресурс, а не просто там на равных по тройке пентаклей. Тут у нас тоже тот, у кого много желаний, может провзаимодействовать с теми, у кого желаний меньше, вернее, воздействовать на них. Я с вершины своих побед вас могу научить такому, что вам даже и не снилось. Да? Вот этот товарищ Триумфатор свысока смотрит на этих всех лузеров и говорит: вы меня слушайте, тогда у вас тоже будет все то, что есть у меня. Да? Это понты. А что такое понты? Это когда у вас что-то много, и вы говорите: ну, если правильно хотеть, да, то и у вас то же самое будет. Мотивация, да? Переход желания от высокого уровня к низкому. Взаимодействие на разных уровнях желания. Тут у нас взаимодействие на разных материальных уровнях, а тут у нас взаимодействие на разных уровнях желания. Все вполне логично. Какое у нас здесь происходит взаимодействие, спросите вы меня, вполне закономерно. А я вам скажу. У нас что такое стихия мечей? Это стихия воздуха. Это стихия силы и знания. Ну, а по сути мы с вами знаем, что знание — это сила, сила есть, ума не надо, бла-бла-бла. То есть такие вот равные как бы ощущения по стихии воздуха. По пятерке мечей кто у нас сильнее? Ну, все очевидно. Мужчина. Плюс, ну, мужчина физически, тупо физически сильнее. Уже понятно. Что там сравнивать, да? С женщиной. Тем более с ребенком. Да? Есть, конечно, разные варианты, но мы же с вами рассматриваем средневековую символику средневековых карт. Так что эти наши вот современные идеи равенства, там феминизм и прочее ЛГБТQ++, да, это для нашего времени хорошо, приемлемо. Для средневековья, ну, как бы рановато было рассматривать такие идеи равенства, даже с учетом, с допущением того, что это 1909 год, все равно Уэйд это традиционалист, он христианин. Он, несмотря на то, что активно взаимодействовал с женщинами на равных, пожалуйста, яркий пример Памела Колман Смит, да, он с ней на равных взаимодействовал, да, у них был тандем, скажем так. Хотя многие сейчас говорят, она была наемным работником, ну, камон. Очень многие считают, что она давала идеи Уэйта некоторые, и достаточно успешная и интересная именно с той точки зрения, что художник очень часто чувствует ситуацию и знает, в какую форму облечь это самое чувство. А Уэйт как теоретик и как филолог, да, как переводчик, как писатель, он, скажем так, работал с голыми идеями, а не столько с формой. Ну, форма слова — это, конечно, по мечам ближе. Но художник — это на равных. Ну, в общем, если мы отказываемся от современной идеи равенства полов, то мы приходим к пониманию этой карты. Потому что мечи — это сила, а мечи — это информация, мечи — это возможности. Да? Только они либо реализованы, либо не реализованы. У кого тут больше возможностей? Кто имеет больше шанс реализовать себя? Конечно, мужчина. Во-первых, потому что он сильнее. Женщина, очевидно, слабее, плюс она отягощена ребенком, что еще больше сужает степень ее этих самых возможностей. Мы, конечно, можем сказать, что мужчине еще сложнее, он отягощен не только ребенком, но и женщиной, потому как это его женщина, его ребенок. Но мы этого не знаем, хотя допустить вполне можем. Тем не менее, считается, что у мужчины должно хватить сил и на ребенка, и на женщину, просто потому что, взялся за гуш, не говори, что не идешь. Да? Настоящий мужчина должен помогать, обеспечивать по средневековым меркам и жену, и ребенка. Иначе, какой ты нафиг танкист. Да? Вот. Более того, он хозяин ресурса. Какой у нас тут ресурс с вами представлен? Лодка и этот самый шест. Да? То есть у него есть средство, с помощью которого он может осуществить желание, да, какую-то идею, как свою, так и идею этой самой женщины. Вот.
Так что мы можем сказать, что мужчина тут, несомненно, выступает с более высокой позиции силы. Я сильнее, и вообще у меня лодка есть, и шест, так что я тебе помогу, конечно. Просто потому, что я могу часть своего ресурса, часть своей силы направить на тебя, направить на помощь тебе. Сделать вместо тебя то, что ты не можешь сделать. А почему не можешь? А потому что ты слабенькая, ребенок там вообще не рассматривается, он вообще ничего не может, он там ходит с трудом, да, маленький еще. Вот. Но женщина лодкой управлять не может, у нее не хватает физических сил. Плюс это не ее лодка, потому что мужчина хозяин, обладатель, властитель, повелитель лодки, да, скажем так. Вот, так что мы с вами приходим к выводу, что если мы берем предыдущие карты, в которых говорится о перетекании некоего ресурса, какого-нибудь энергетического, энергия желаний, да, энергия мотивации по шестерке жезлов от победителя к побежденным. Ну, вы лучше старайтесь, тоже станете победителями, да? Вот смотрите на меня, такого триумфатора, и как бы, как Рокки в этом самом, давайте старайтесь больше. Знаете, как в этом самом, есть такой шаблончик в интернете, видео там, где какой-то худенький такой парнишка смотрит на плакат с мускулистым каким-то боксером и тренируется в надежде тоже выйти на ринг и стать таким вот молодцом, как вот его кумир. Вот этот кумир, вот там эти молодые парнишки. Есть разница этих самых мотиваций, разница мотивации. У них мотивации должна прирастать. Победитель мотивирован лучше всех. То же самое с ресурсом физическим, материальным, да, деньги, либо силы, либо опыт. Все, чем можно поделиться. Ресурс, как материальные деньги, либо опыт. Мотивация, как ресурс энергетический. Интеллект, либо сила. Знание — это сила, да, как ресурс силовой. Информационно-силовой аспект воздействия с более высокого мужского, ну, по средневековым понятиям, уровня, на более низкий. Опять же, по средневековым понятиям, женский, либо там детский вообще. Эльбина, Эльинна, добро пожаловать на уровень «Угостить кофе». Спасибо за поддержку канала, спасибо за спонсорство. Вам доступны теперь видео по Монаре, по Безумной Луне и все эти новые спонсорские видео, которые скоро, я надеюсь, буду пополнять спонсорскую библиотеку. Спасибо большое за поддержку канала. Вернемся к нашим шестеркам. Вот, по шестеркам мы с вами настолько преисполнились разума, интеллекта и сил по стихии мечи, да, что хорошенько подумав, много раз прокрутив в голове какую-то мысль, мы внезапно находим победное, феноменальное решение, которым взаимодействуем с этим миром, и вырастаем до того уровня, что теперь можем помогать другим людям реализовывать их задачи, даже если они сами этого не могут. Теперь мы можем там каких-то более слабых партнеров перевести на другой берег, и даже если у них нет возможностей, нет лодки, нет силы, там нет желания, да, ну, не умеешь — научим, не хочешь — заставим. Это шестерка мечей, да, ты со своей более высокой ресурсной подушки уступаешь часть своих ресурсов слабым, обездоленным, там, униженным и оскорбленным. Так, там в чатике уже свадьбу кому-то там предвещают. Мы с вами тут не гадаем. Мы с вами тут... У нас глубокая философская теория Таро. Алена пишет, что Памела Смит также была посвященным членом Ордена Золотой Зари. Да, масоны в то время как самые, скажем так, продвинутые двигатели идей, новых всяких идей, они абсолютно и с энтузиазмом, абсолютно спокойно даже с энтузиазмом относились к тому, что женщина тоже человек, она тоже может как бы быть посвященной в какие-то таинства. То есть, ну, это в лишний раз подтверждает их веру в человечество и их понимание того, что как бы
материальный, физический уровень человека — это одно. Интеллектуально, там, духовный — это чуть-чуть повыше, чем гормоны, да, и первичные половые признаки. Поэтому, как бы, не обязательно женщина в вместилище порока, она, как бы, наравне с мужчиной может там что-то понимать, да. Даже если что-то у кого-то не получается, люди разные. Нас колода Таро на абсолютно плоском, материальном, социально-материальном уровне младших арканов даже учит тому, что, в принципе, ты помог себе сам, помоги другому, потому что люди разные. Вот, они по-разному могут реализовывать свои там какие-то хотелки, свои стремления, свои ресурсные способности и прочее всякое такое. Вот. Вот такие дела. Так, ну вот видите, там уже замуж успешно выдали в чатике. Хорошо, хорошо. Вот у нас такая завязка в четверке, кульминация в пятерке и развязка в шестерке. Как поумнеть? Во-первых, подумать хорошенько по четверке мечей, потом осуществить свою мысль, а по итогу поделиться с другим человеком. Это помогает впоследствии прийти к решению какому-то более сложному, более комбинированному. Это уже семерка мечей. Но об этом будем говорить на следующей лекции. У нас с вами еще... Что? У нас с вами еще пятерки. Тоже такие очень неоднозначные карты. Многие сразу скажут: по четверке кубков там все понятно. Это грусть, печаль и скука, потому что вон там... Ну, хорошо, давайте посмотрим на пятерки. Там тоже говорят грусть, печаль, скука. Только в одном случае грусть, печаль, скука у нас люди замечают, потому что там человек сидит в такой позе. Сразу же как бы в чатик врываются психологи и говорят: ой, это закрытая поза. Человек не хочет, замыкается, ему грустно, скучно, он печалится. Да, а по пятерке там уже понятно. Человек поник головой, да, как раненый щерс, закутан в черный плащ, как Бэтмен. А Бэтмен, он же не может там ха-ха-ха, хи-хи-хи. Бэтмен, он всегда такой суровый, потому что не время смеяться, родина в опасности. Грустное что-то происходит по пятерке кубков, поэтому как бы надо обратить внимание на что-то грустное. Так в чем же разница по этому грустному состоянию четверки и пятерки? А это не обязательно грустное. Я вам сейчас перечислил такие вот, скажем так, стереотипные шаблоны, когда люди, которые считают себя тарологами, дальше первого слоя смыслового изображения дальше не идут. Вот они думают, что если человек вот так руки сложил, значит все, грусть, печаль его грызет, и он такой весь в депрессии. Ой, эту карту открывать не буду, потому что я не помню, я там зацензурировал или нет. Давайте так, одним глазом гляну туда и назад. Зацензурировал. Хорошо. А то YouTube ругается, если, даже если это какое-то произведение, да, средневековое там или какое-то культурное, стоит пойти к какой-то обнаженке сразу, ай-яй-яй-яй, там предупреждение, YouTube и всякое такое. О чем тут речь идет? Помните вот этих 3 дочерей Мары? 3 грации, которые у нас в тройке кубков символизировали собой быстротекущую радость жизни. Танцуй, пока молодой. Да? Вот. Если вы насытитесь этим моментом, вам станет что? Вам станет скучно. Скажут мне зрители, в чем-то будут правы. Однако, у нас с вами тут не скука изображена, хотя она тоже может входить в облако тегов этого изображения. Да? У нас с вами изображено погружение в свои собственные эмоции. Да? Стабильность эмоций. Если вы помните, у нас смысл развития идеи стихии, завязка, кульминация, развязка на этом этапе, на самом активном, на самом подвижном этапе, да, на центральном, на кульминационном этапе. Потому что у нас первые 3 карты — это завязка, следующие 3 карты 4, 5, 6 — это кульминация, и 7, 8, 9 — это развязка с каким-то итогом, с финалом в десятке, да?
Так вот, активное прохождение стихии, точно так же, как и в мечах, у нас идет фиксирование стихии, да? Фиксация, фиксирование, как будет правильно по-русски, не знаю. Фиксирование или фиксация желания и фиксирование, либо фиксация какого-то материального состояния, материально-физического состояния организма или там банковского счета или текущего заработка, неважно. Вот у нас эта фиксированность, когда мы накладываем эту фиксированность на стихию воды, на эмоцию, у нас с вами что? У нас с вами фиксированная эмоция, да? Сюрприз, сюрприз. В четверке тоже оказывается фиксированность. А что такое фиксированная эмоция? Это когда мы ловим эту эмоцию и повторяем ее снова, и снова и снова. Мы сосредотачиваемся на этой эмоции и погружаемся в нее максимально глубоко. Только в эту эмоцию. Выпиваем сначала один кубок, потом второй, потом третий. Ситуация нам дает ту же самую эмоцию, то есть ситуация сама не меняется. Сама ситуация, да, вот эта ручка из облака, это как бы дорогое мироздание нам предоставляет опять ту же самую повторяющуюся эмоцию. И мы зафиксированы, мы сидим, делать ничего не надо, были бы карманы, можно было бы руки в карманах держать. Но карманов нет, поэтому человек просто складывает руки, он ничего не делает, он не меняет эмоцию, он погружен в одну и ту же эмоцию. Он смакует эту самую эмоцию. Эмоция не меняется. Человек находится в спокойном состоянии. Что такое спокойное состояние? Вы можете сказать, что спокойное состояние – это состояние безэмоциональное. Nein, nicht, no, нет. Безэмоциональных состояний нет, только если вы не психопат. Вот у психопатов с этим проблемы. У психопатов проблемы с эмпатией, проблемы с пониманием эмоций, с пониманием чувств. Они у них могут отсутствовать у АШП, так как будто их нет. При этом много всяких страшных историй, типа парфюмер, от Зюскинда, да, и прочее, прочее. Вот там, в самом деле, у человека отсутствует эмоция и чувство эмпатии. По четверке же кубков у нас с вами что присутствует? У нас с вами присутствует эмоция, мы ее видим. Более того, сама ситуация сподвигает нас на продолжение этой же самой эмоции. Если мы ничего делать не будем, если мы никуда из-под этого дерева не встанем и не побежим, эмоция будет повторяться, потому что она фиксированная, стабильная. Это дает нам спокойное положение вещей. Спокойно и скучно – это синонимы. Отличаются они только дозой. Помните, я вам в начале лекции говорил, что, как говорил небезызвестный философ и медик средневековья, там он и философ, и медик, и алхимик Парацельс, да, вот он говорил, что все лекарство дело только в мере, в дозе, в умеренности, да, это, кстати, вспоминая лекцию об умеренности, мы можем сказать, что все хорошо в меру, и любое скучное состояние, а мы с вами видим, что человеку скучно, умеренно, оно может быть в плане дозировки просто-напросто спокойным. Вот спокойно, это хорошо или это плохо? Я думаю, что спокойно это хорошо. Но если вы человек активный, движушный, то спокойно для вас это скучно. Ну и либо если слишком спокойно, если ничего не происходит, то вам становится скучно, даже если эмоция хорошая. Ну, грубо говоря, если пьете вы там условно какой-то мятный чай, да? Одну чашечку выпили, другую чашечку выпили, третью чашечку выпили. Вам приносят четвертую чашечку мятного чая, а вы так уже... как-то же уже что-то набило оскомину, приелось, скучно. Один и тот же чай, 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 да? То есть, ну... Но если вы хотите получить ту же самую эмоцию, ну, тогда да, она у вас и будет той же самой. Если вам нужно изменение эмоций, мы идем в следующую карту. Алена, добро пожаловать на уровень спонсорства. Спасибо большое за поддержку канала. Теперь вам доступны видео по Таро Монары и по Безумной Луне. Ну, еще те видео, которые у нас будут
доступны для спонсоров. Итак, завязка у нас стабильность эмоций, да? Человек сидит, ему как бы важно сохранить эмоцию. Если вы хотите зафиксировать эмоцию, вы ничего не меняете, вы ничего не делаете, вы никуда не идете, вы рук своих никуда не суете шаловливых, да, вы просто сидите и медитируйте на эту эмоцию. И то, что человек сидит под деревом, это прямая отсылка, я вам уже говорил про йогу, да, прямая отсылка на Гаутаму, нашего Будду, да, небезызвестного. Если вы смотрели кино с Киану Ривзом, это вот именно он тут в роли Будды, красота, да, молодец, ну, божество практически, то сам фильм очень крутой. Вот. Фильм называется «Маленький Будда», если вдруг что, да, обязательно посмотрите. 90 какого-то года фильм, очень крутое кино, на самом деле очень философское, очень крутое. Так вот, о чем говорит идея того, что Будда сидит под деревом, и хотя перед ним пляшут 3 дочери Мары, а Мара это вот тот самый индийский дьявол, да, ну, типа дьявол индийский, который соблазнял Будду вот этими царицами, да. Помните, как в этом фильме? Меня царицы соблазняли, но я не поддался. Вот Будда, он молодец, будь как Будда. Тогда все соблазны жизни тебя... Ну, они, конечно, будут скакать вокруг с телесами этими своими и прочее там, да. Вот. Но ты будешь спокоен и невозмутим. Твоя эмоция будет точно такой же, как и раньше была. Повторение эмоций. Даже если там все прелести мира мелькают перед твоим взором, и Мара тебя соблазняет, ты фиксируешь эмоцию. И вот это ом, мана, падме, ом, да, как ты фиксируешь мысль по 4 мечей, можно фиксировать эмоцию. Точно так же с тем же успехом. Если тебе не хочется ничего менять, ну все, хорошо, сиди там, медитируй, кушай, что само в рот упало, да, как вот тот самый Будда. Но история Будды на этом же не заканчивается. Что сделал Будда, когда обрел это просветление свое, да? Он понял, что что-то я как-то упарываюсь по крайностям. Он же ж как? Сначала он как сыр в масле катался у отца своего. Отец там был у него Раджа, какой-то супер богатый там олигарх по современным меркам. До 25 лет он как бы, бед горестей не знал, думал, что жизнь это вообще прекрасная штука, как шашлык, да? А потом оказалось, что люди там за стенами его дворца его отца, умирают, и есть смерть и болезни. И он был в таком шоке, что сказал: все, нагиба больше здесь не будет, ухожу как бы вот к этим святым людям, которые мир познали, и сидят там себе в тени платанов, да, и там бамбуков и прочих баобабов, и ловят как бы духовность путем отказа от всего греховного. Кушать не буду, пить не буду, вот что само со мной произойдет, то как бы и хорошо. Произошло с ним по итогу, после того, как его там соблазняли, произошло с ним озарение, и он понял, что что-то я зря тут сижу, надо идти. Если тебя что-то не устраивает, надо осознать, что тебя не устраивает. И что делать? Идти туда, куда устраивает. Менять свою эмоцию. Если тебе что-то не нравится, берешь и меняешь. Как в том этом самом, в меме. Берешь и делаешь. Ситуация по пятерке — это движение эмоций. Что значит движение эмоций? Пятерка — это такая несправедливая чуть-чуть штука, потому что разделить на 2 равные части ее нельзя. У вас есть 3 кубка и 2 кубка. И чего-то всегда больше. Если ты с увеличением количества твоих эмоций допускаешь все-таки какую-то печаль в свое сердце, какую-то тоску, какую-то боль, вот по пятерке кубков действительно есть намек на тоску и боль. Тут я как бы спорить с уважаемым сообществом не буду. Конечно, есть тоска и боль, потому что у нас тут что-то нолито, да? Что у нас тут разливается? Что-то красненькое и что-то синенькое. Это символика христовых мук, да?
Потому как, если вы помните, его укололи копьем в ребро, да, там под ребро, и вытекла как бы кровь и вода. Да, это символика мук Христовых. Муки, конечно же, эмоциональные, ну, в переносном смысле. То есть человек фокусирует свое внимание на негативе. Если ты оторвался от созерцания повторяющихся, спокойных, не меняющихся эмоций, что тебя может вырвать из, скажем так, из благостного состояния медитативной нирваны по 4 кубков? Только страдания. Чьи страдания? Да неважно чьи. Твои, чужие. Ощущение несправедливости мира может подвигнуть тебя к движению, к эмоциональному изменению куда-то дальше. Потому что мир, конечно, он устроен несправедливо. Это мы уже с вами выяснили в старших арканах. Но вот в 5 кубков мы отчетливо понимаем, что есть эмоции, которые негативные и позитивные. Негативные — это когда у вас что-то падает, разливается. Вам, конечно, неприятненько. Это негативная эмоция. Ежу понятно, что если кубок стоит ровно, это хорошо. Если кубок лежит разлитый, разбитый, это неприятно. Вот и все. Все очень плоско, очень просто, очень понятно. Но человек заворачивается в черный плащ уныния, да, что считалось грехом. Черный цвет — это всегда цвет греховности, темного, соблазна, такого нехорошего, да, чего-то. Вот, гнетущего. И вот он, завернувшись в уныние, в печаль, что всегда считалось грехом, обращает внимание на минусы, вместо того, чтобы заметить плюсы, которые тоже присутствуют в жизни. К чему это его сподвигает? Если ты осознал, что твоя ситуация все-таки более плохая, нежели хорошая, что минусов в твоей ситуации больше, чем плюсов, ну, значит, ты заметил больше минусов. Но если ты будешь оставаться в этой ситуации, ты будешь предаваться унынию. А это грех. Грешновато, как говорится. И, соответственно, на что у нас намек там дальше? Мы же с вами рассматриваем не только передний план, который, да, очевидным образом существует, но у нас существует еще и задний план. А там тоже интересненько. Там река, которая, как ни странно, течет. Там мост, который, как ни странно, через эту реку перекинут. И там какое-то укрепленное сооружение, железобетонное, ну какое-то крепкое. Не просто шалашик, не какие-то 4 палки в землю торчат, а прям солидное сооружение с намеком на башню, там защищенное, вокруг зелень. То есть там хорошо, приятненько. Здесь как-то голый песок, и что-то там разлилось, разбилось, да? Но если ты не дурак, ты собираешься с мыслями и идешь, меняешь свою ситуацию к лучшему. Если ты обращаешь внимание на минусы, ты стоишь и тупишь. Но если ты понимаешь, что ситуация тебя не устраивает, вон тебе мост, тебе нарисовали путь к светлому будущему. Ну, не к светлому будущему, к какой-то более стабильной, более спокойной и безопасной ситуации. Собрался-то пошел, что тупить, что сидеть. Сидеть можно просто так, но когда ситуация уже поменялась, когда минусы перевешивают, когда минусов больше, чем плюсов, и когда твое внимание привлекается только к минусам, а это естественное состояние человека. Почему это естественное состояние человека? Потому что человек склонен обращать внимание в первую очередь на плохое. Потому что это эмоциональное, заложенное в тебе средство самозащиты. Если человек, ну, как бы человек может замечать и хорошее, и плохое в естественной природе, да? Но если он замечает только хорошее и не замечает плохое, ну, он замечает какие-то спелые фрукты, да, какие-то крепкие ветки. Если он не обращает внимания на какую-то треснувшую ветку, либо на какой-то шорох в кустах, возможно, там какой-то саблезубый барсук на тебя собирается напасть и сожрать, да, а ты еще слишком молодой пещерный человек, чтобы умирать. Так вот, если ты обращаешь внимание на какие-то нехорошести, на какие-то минусы, на каких-то саблезубых барсуков, на какие-то не очень хорошо пахнущие фрукты, может, их не надо кушать, да? Если ты обращаешь на них внимание, ты выживаешь. Поэтому считается, что мы все потомки тех людей, которые обращали внимание, в первую очередь, на негативчик. Потому что если бы не заметили бы этот негатив, может быть, и померли бы. Так что
естественно для человека преувеличивать минусы, рассматривать их как в увеличительное стекло. Это нормально, да, это норма, как в телепередаче. Но выход из этой ситуации очень простой. Река — это другой мир. Река — это как бы ворота в другой мир. Через мост можно перейти и оказаться в другой ситуации, не в такой печальной. Завязка у нас какая? Завязка у нас стабильные, постоянные эмоции. Но в любой стабильной, постоянной эмоции потихонечку становится скучненько, грустновато, да? И когда эта грустноватость накапливается, ее становится слишком много, и мы уже не можем спокойно созерцать, да? Мы обращаем внимание на эти чертовы минусы, которые все-таки всплывают, которые все-таки перевешивают, тройка перевешивает двойку, да? У нас с вами по пятерке всегда идет движение, если вы помните, по пятерке мечей движение идей, когда ты побеждаешь свои идеи вот других этих самых, не таких успешных лузеров, да. По пятерке жезлов идет движение желаний, когда тебе хочется доказать, поучаствовать в этой суете-сует, в движухе, помериться этими жезлами и прочим всяким таким. По пятерке пентаклей у нас происходит движение ресурса, потому что если есть деньги, хочется их хоть на что-нибудь потратить. Желательно, конечно, вложить разумно, но иногда хочется просто, как бы, да, шикануть. Вот пятерка напоминает, что ты как бы шикуй, но учти, что так и по миру можно пойти. Так что движение в пятерках присутствует по умолчанию. В пятерке кубков движение какое? Ну, кубки, это же эмоции. Движение эмоциональное. И мы с вами замечаем, что если есть движение, есть перетекание из одной точки в другую. И если мы видим плохую ситуацию, а там, где много разбитых кубков, это плохая ситуация, да, и человек печалится, мы переходим в другую ситуацию, в более приятную, где у нас уже больше хорошего. Мы знаем, как изменить свое положение. Пятерка кубков учит нас, как изменить свой эмоциональный настрой. Да не обращай ты внимания на минусы, иди ты дальше в другую ситуацию. Если тебе здесь не нравится, собрался да переехал нафиг в другую страну. Не нравится, там, проваливай, да? Не нравится существующий там политический строй, ну, упаковал чемодан и уехал в более приятный климат. Вот и все. Не нравятся люди, собрался, уехал туда, где люди нравятся. Но если согласен терпеть, тогда ну давай меняй. Но по эмоцию ты в себе изменить можешь с большим трудом. Поэтому проще поменять ситуацию. С эмиграцией я, может, не очень удачный пример привел, да? Это все-таки не столько эмоциональный фон, сколько социальный. Вот в социальном плане, возможно, все-таки было бы логичнее бороться за свою политическую позицию. Это, конечно, жезлы. Но если ты понимаешь, что тебе в принципе не очень нравится текущая ситуация, не какие-то конкретные люди, не какие-то конкретные действия, какие-то политические партии, курс там евро, доллара, там злотого, кроны чешской или еще чего-нибудь. А если ты понимаешь, что тебе в принципе тут не очень нравится, вот кубки — это принцип нравится и не нравится, это эмоционально, это когда мы чувствуем, что это мое или не мое. Если ты понял, что это не твое, не твоя эмоция, не твоя, ты не хочешь испытывать ничего общего с этим местом, с этой эмоцией, ну тогда вот есть дорога, меняй свою ситуацию. И когда ты научился уходить, отпускать свои печали, помните, отпусти ситуацию, да, и все, и тебе полегчает. Что значит отпустить ситуацию? Не надо себя привязывать к этим разбитым кубкам. Собрался, да пошел через мост, и там, ну лучше, там вот ресторан, цыгане, медведи и вот это все. Весело и дорого-богато. Приходим мы в шестерку кубков. И мы уже знаем, как улучшить свой эмоциональный фон. Мы уже научились. Мы пришли в этот городок, мы пришли в эту безопасную ситуацию. Почему я говорю, что эта ситуация безопасная? Почему она не печальная? Потому что она хорошая, эта ситуация. Вон там, видите, на заднем плане у нас стражник идет. Символика башни, как символика защиты, между прочим, символика общества. Если тебе грустненько, ну не стой ты один как дурак, сходи в общество, развейся, тебе люди помогут обрести свой эмоциональный фон. Если ты научился это делать, ты уже немножечко вырос, ты уже не так реагируешь на эмоции, как другие более
эмоциональные товарищи. А что у нас за более эмоциональные товарищи изображены на карте? А вон та маленькая девочка или мальчик, неважно кто это. Ну, по сути, это еще маленький ребенок. Он сам толком ничего не может. У него вон там даже варежка. Потому что неважно, там вы в варежке что-то можете сделать. Особо ничего сделать не можете. Варежка — это символика защиты. Символика того, что, ну, у нее лапки. Она еще ничего толком не может. Вот. Поэтому мы за нее можем. Мы можем поменять ей настроение. Эмоциональный фон. Потому что мы уже научились у себя эмоциональный фон менять. Научились. Вон нам было грустненько в 5. В 6 нам уже хорошо до такой степени, что мы можем поделиться своим эмоциональным фоном, настроением своим, с человеком, который сам этого делать еще не умеет. Ну, не умеет маленький ребенок улучшить себе эмоцию. Не вырос еще, да? А вы уже выросли. Более того, вы можете взрастить эти эмоции и передать другому человеку. С чего я это взял? С чего я взял, что он передает эмоции? Он же вроде там кубок дарит с цветами. Ну, во-первых, кубки есть эмоции, да? А во-вторых, когда человек дарит цветы? Когда хочет поделиться своей радостью. Вот мужчина увидел женщину, воспылал чувствами, о боже, она богиня, она самая прекрасная, и вот это вот все. В знак своих чувств я дарю тебе там 1 000 000 алых роз, да, цветы дарю, короче говоря. Цветы дарят зачем? Чтобы обогатить? Да нет, цветы завянут и все, и кончились. Да, опали розы, и все, любовь прошла, завяли помидоры. Чтобы как ресурс, чтобы скушать, ну как бы розы не едят, цветы не едят. Цветы нужны для того, чтобы показать радость, показать эмоцию. Цветы — это символика эмоции. Тем более цветы в кубке, да, эмоция в эмоции, радостные эмоции. Цветы живому человеку дарят, когда радуются за него, делятся своей радостью. Вот у этого мальчика это эмоции навалом. Он себе еще вырастет, еще нарисует. Он знает как. Он знает, откуда берутся эти эмоции. Ситуация безопасная, можно делиться. Так, как будто бы все люди братья, только некоторые сестры. Какая разница, в принципе, понимаете? Намек на то, что ты можешь делиться с другим человеком своей радостью так, как будто бы он твой брат или сестра. С чего я взял, что это брат или сестра? А видите там вот Андреевский крест, косой крест. Косой крест — это крест Андрея Первозванного. А что у нас делал Андрей Первозванный? Он как бы был первозванным. Да, вот он на косом кресте, собственно, его и распяли. В чем его достоинство? Чем он знаменит, Андрей? И почему он первозванный? Потому что Иисус его первым позвал. Ну, не то чтобы Иисус такой ходил и думал, так, кого бы первым ученики позвать. Так получилось, что сначала он рассказал концепцию христианства Андрею. Андрей преисполнился, сказал, ничего, хорошая идея. У него был младший брат. Он пошел к младшему брату и сказал, там, товарищ, интересные вещи. Говорит, идем, послушаешь. Я хочу поделиться с тобой радостью, которую мне передал Иисус. И брат такой, окей, давай послушаем. То есть мальчик, у которого радость строится на том, что все люди братья и сестры, делятся с другим человеком, как с собственной сестрой, этой радостью. Намек на то, что у вас эмоции так, как будто бы вы вместе росли. Вы можете делиться этой эмоцией с другим человеком, который сам не может улучшить настроение себе. Ну, нет у него такого ресурса, нет у него такого умения улучшить настроение себе. А вы можете. Вы уже умный, опытный товарищ. Вы уже знаете, как из стабильной эмоции путем движения этой эмоции получить избыток эмоций. Потому что 6 — это взаимодействие из избытка в недостаток. Потому что здесь у нас 6 пентаклей — это избыток ресурса и недостаток ресурса. У богатого много, у бедных мало.
По шестерке жезлов избыток желания, мотивации, да, до того, что ты прям аж победил благодаря своей мотивации. Мы же все знаем, да, что мораль это то, что помогает, ну, моральный дух, желание победить это то, что помогает как бы превозмочь, когда ты на равных с другими людьми. А вот они становятся ниже тебя, потому что если у тебя избыток мотивации, а у них недостаток, ты можешь поделиться. Ты хвастаешься, демонстрируешь свои успехи и таким образом мотивируешь других людей. По шестерке мечей ты демонстрируешь избыток сил, избыток возможностей, помогаешь тому, у кого этих возможностей либо сил в минусе отсутствует, да, тоже есть уровень повыше, уровень пониже. То же самое у нас происходит с кубками, с эмоциями. Если у тебя много радости, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Помните, как в этом мультике? Цветы дарят, да? Это мне? Тебе. За что? Просто так. Потому что человеку, который распирает от радости, он идет, просто улыбается, дарит всем улыбки, всем тоже становится радостно. Когда один начинает смеяться, все вокруг начинают, это, ну, смех заразен, да, то есть вы делите свои позитивные эмоции, все начинают тоже как бы так подхихикивать. Вот это смысл взаимодействия по шестеркам, когда более высокий уровень взаимодействует с более низким уровнем. К этому мы потихонечку приходим. Есть версия, что на шестерках кубках это у них там цветы дурмана. Ну, на заборе тоже пишут, а старушка присмотрелась, а там сучок, да. Некоторые пишут, что это цветы лилии. Некоторые пишут, что это цветы помидоров. Тоже похоже. Картошки. Вот. Так что, что угодно. Насчет дурмана я сомневаюсь. Но писать могут что угодно, в том числе и полные глупости. Так что, может быть, вас дезинформировали. Неверную информацию вам предоставили. Вот такие дела. Так. Ну, вот как-то так. Елена пишет, что ваши эфиры действуют лучше всякой шестерки кубков. Ой, очень приятные ваши слова, конечно, но... Спасибо. Я стараюсь. Так, добро пожаловать на канал. Подписочки свежие. Спасибо, там у нас уже 71 тысяча народу потихонечку подтянулось. За месяц 1000 человек добавилось. Хорошо. Напомню, что если вы хотите, чтобы народу было больше, вот, то подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. YouTube таким образом будет понимать, что это хорошее видео, что мы с вами продвигаем правильные идеи в пространство Таро, да. Эгрегор Таро будет нас любить, улучшать наши кармические взаимосвязи, бла-бла-бла. Это вот все. Так что ставьте свои кармические лайки. Не менее судьбоносные комментарии комментируйте. Вот, делитесь этим видео с другими людьми, и таким образом мы с вами будем делать благое дело, распространять информацию правильную, да. В противовес той информации, которая у нас сейчас с вами распространяется на YouTube. Ну, чаще всего это какая-то не очень умная, либо откровенно вредная, неправильная информация. Как-то так. Роман, а что насчет значения ностальгии прошлого по шестерке кубков? Вы, когда общаетесь с людьми, да, которые у вас вот по шестерке кубков подтягиваются из прошлого, да, вот из чувства ностальгии, вы делитесь с ними эмоциями, да, людям, которых вы хорошо знаете, вы всегда хотите дать больше эмоций, чем всем другим, с которыми вы мало знакомы. Люди из прошлого — это как брат и сестра, которые вместе росли и с детства друг друга знают, да, с такими людьми всегда хочется делиться эмоциями, да, с ними вы ведете себя более эмоционально, чем с простыми прохожими. Вот как-то так. Хорошо. Вера пишет, эфир очень интересный, случайно зашла, и тут на тебе, оказывается. Ага, ясно. Хорошо. Ну что, рад был вас всех видеть. Увидимся с вами на следующей неделе. Запись эфира, ну, я думаю, что будет доступна практически сразу, только я как бы начало еще чуть-чуть обрежу, чтобы там не было лишнего. Рад был всех видеть. До новых волнующих встреч. До свидания.